Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Представляю вам очень красивый и пышный узор капельки. Именно такие ассоциации у меня вызывает узор пышных шишечек, вывязанных на основе узора резинки. Полотно получается эластичное, как резинка, и в то же время с эффектным объемным узором. Такой узор отлично подойдет для вязания кофт, свитеров, а также шапок. Именно шапку я хочу связать таким узором. И вначале я всегда вяжу несколько образцов из разной пряжи и меняю спицы. Первый образец я связала из пряжи Alize Lana Gold Classic. Это полушерсть, моточек 100 грамм, здесь 240 метров. Я использовала спицы номер 4. Для вязания шапки я хочу взять пряжу поинтереснее. Это пряжа из Троицка Фиджи. Моточек 95 метров, а моточек 50 грамм. И буду использовать спицы номер 4,5. Для начала вязания узора делаю классический набор петель. Как я говорила, этот узор связан на основе резинки 1 на 1, где чередуется 1 лицевая, 1 изнаночная петля. Поэтому для узора набирайте четное количество петель плюс 2 кромочных. Я набрала петли, и первые ряды мы вяжем резинку 1 на 1. Можно вязать в начале узора резинка 1 на 1 планочку на любую высоту. Но перед вязанием первых элементов шишечки необходимо связать как минимум 3 ряда резинки. Я свяжу 6 рядов. Первая петля снимаю как кромочную. Далее начинаю чередовать, провязываю изнаночную, лицевую. Можете начать вязание с лицевой петли и далее изнаночная. Последнюю петлю вяжу изнаночной кромочную. То есть первая всегда снимается кромочная, последняя провязывается изнаночной. Итак, я закончила вязать 5-й ряд резинки, и в 6-м ряду, это лицевой ряд, начинаю вывязывать первый ряд шишечек. И шишечки мы будем располагать через одну дорожку лицевых петель. Первая петля кромочная, мы ее снимаем. Далее идет изнаночная, провязываем изнаночную. И смотрите, если вы хотите, начинайте с первой дорожки формировать шишечки. Далее следующую лицевую дорожку пропускаем и через одну вторую шишечку вывязываем. Для того, чтобы вывязать шишечку, вводим спицу на 3 петли ниже, вот в 3-ю лицевую петельку ниже. Захватываем рабочую нить и вытягиваем длинную петлю до уровня петель на спице. Далее делаем накид на спицу, вновь вводим в ту же петлю спицу и вытягиваем 3-ю петлю. Если бы я начала вывязывать шишечки в 4-м ряду, то у меня бы как раз вот в начальную петельку попадала спица, поэтому я начала их формировать именно в 6-м ряду. Далее лицевую петельку мы спускаем со спицы, она должна у нас распуститься, и вяжем по рисунку изнаночную, лицевую, эту дорожку лицевых петель пропускаем пока, и изнаночную. И на следующей дорожке лицевых петель вывязываем следующую шишечку. На 3 петли ниже вводим спицу, вытягиваем петлю до уровня петель на спице, делаем накид и вытягиваем еще одну петлю. То есть 3 дополнительных петли получилось на спице. Лицевую петельку скидываем и далее повторяем изнаночная, лицевая
изнаночная и вывязываем следующую шишечку. Я провязываю последнюю шишечку в ряду. Раз, два, три. В третью петельку ниже ввожу спицу, вытягиваю петлю, накид и еще одну петлю. Лицевую петельку спускаю, она должна распуститься. И у меня остается изнаночная, лицевая и кромочная, изнаночная. Поворачиваю работу. Изнаночный ряд, первую петлю снимаю. Далее по рисунку вяжу изнаночную, лицевую. 3 петли, которые мы вытягивали, провязываем изнаночными. 3 изнаночных. Далее по рисунку лицевая, изнаночная, лицевая и 3 изнаночных вытянутые петли. И так вяжем этот изнаночный ряд. Повторяю: лицевая, изнаночная, лицевая и 3 изнаночных. Заканчиваю 7 ряд, провязала 3 изнаночных. У меня остается на спице лицевая петля и кромочная, которую я провязываю изнаночной. Поворачиваю работу и в 8 ряду заканчиваю вязание шишечек. Вершины шишечек буду формировать. Первая петля кромочная, далее по рисунку идет изнаночная и 3 петли, здесь 3 лицевых петли, которые вытягивали. Необходимо первые 2 петли переснять. Вводим спицу в центр за вторую петлю и переснимаем их обратно. Вводим вторую спицу в центр. Пересняли мы петли так, чтобы средняя петля оказалась первой. Далее вводим спицу в 3 петли и провязываем их вместе лицевой. И сформировалась вот такая вот аккуратная вершина. Далее по рисунку вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная. Формируем вторую шишечку. Переснимаем сначала первые 2 петли, вводим спицу в центр 2 петель и переснимаем так, чтобы центральная петля оказалась впереди. И далее спицу вводим в центр 3 петель, за вторые стеночки провязываем вместе. И вторая шишечка готова. И так повторяем по рисунку: изнаночная, лицевая, изнаночная. И формируем вершину шишечки. Я закончила вязать 8 ряд. Поворачиваю работу наизнанку и 9 изнаночный ряд вяжем просто резинку по рисунку петель. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Начинаю вязать 10 ряд, и по сути в этом ряду начинается повтор. Повторяется
как с 6 ряда вязания по 9. Единственное, что мы смещаем расположение шишечек. Если мы провязали шишечки вот через одну лицевую дорожку на резинке, то теперь на пропущенных дорожках мы вывязываем шишечки, а над шишечками первого ряда вяжем просто лицевые петли. Итак, первая петля снимаю как кромочная. Далее по рисунку изнаночная. Над шишечкой провязываем лицевую, вновь изнаночная, и вот на пропущенной лицевой дорожке провязываем шишечку. На 3 ряда ниже вводим спицу в петельку, вытягиваем петлю до уровня петель на спице, делаем накид. Далее вытягиваем еще одну петлю и скидываем лицевую петлю. Далее по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная, и вновь на дорожке лицевых петель формируем следующую шишечку. 1, 2, 3. Ниже отсчитываем, вытягиваем петлю, делаем накид и вытягиваем третью петлю, скидываем петлю со спицы. И так выполняем до конца ряда. Друзья, в конце ряда вот у меня осталась последняя лицевая дорожка петель, и далее идет кромочная. Все-таки для прямого полотна необходимо набирать нечетное количество петель, чтобы у вас заканчивался ряд лицевая, изнаночная и потом кромочная, чтобы шишечка не была вот на самой кромке. Но здесь я провяжу все-таки в конце шишечку, вытягиваю петли, скидываю петлю и кромочную провязываю изнаночной. Поворачиваю работу. 11 ряд. Первая идет у нас кромочная. Далее 3 петли, которые вытягивала, провязываю их изнаночными. 3 изнаночных. Далее по рисунку резинки лицевая, изнаночная, лицевая. 3 вытянутые петли провязываю изнаночными. И так повторяю: лицевая, изнаночная, лицевая и 3 изнаночных. Начинаю вязать 12 ряд и в 12 ряду формирую вершины шишечек. Первая кромочная, далее по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная, и вот 3 вытянутых петли провязываю вместе одной петлей, но в начале первые 2 петли переснимаю так, чтобы центральная петля оказалась впереди, и провязываю их вместе за вторые стеночки лицевой. Далее изнаночная, лицевая, изнаночная, вновь провязываю 3 петли вместе, переснимаю петли и провязываю за вторые стеночки одной лицевой. И так повторяю до конца ряда. Я закончила вязать 12 ряд. Можно сказать, уже полный раппорт узора провязан. Поворачиваю работу. 13 ряд. Вяжу просто по рисунку петель резинку. Первая кромочная, далее изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Провязав изнаночный ряд, в 14 ряду начинаю новый ряд шишечек. И в этом ряду буду вязать шишечки точно так же, как и в 6 ряду. По сути, повторяется постоянно 4 ряда, просто меняется расположение шишечек. То мы через одну дорожку лицевых петель провязываем один ряд, затем на пропущенных дорожках лицевых провязываем второй ряд шишечек. Дальше я провяжу образец узора на высоту побольше и покажу вам результат. Дорогие рукодельницы, я связала второй образец, и уже могу сказать, что пушистая вот такая вот ниточка только украшает
этот узор. Делает его пышнее и интереснее. Вот для сравнения с обычной полушерстяной пряжей. Буду вязать из такой пряжи шапку именно таким узором. Мне он очень понравился, как смотрится. Такой объемный, приятный, мягкий на ощупь. И отлично будет смотреться. Смотрите, если вы в шишечке видите вот такие вот язычки, то нужно немножко потянуть поперек петельки, чтобы вот эта петелька, которую мы распускали, она спустилась и ниточки выровнялись. И шишечки станут только более правильные. Так, немножко растягиваем узор. И на этом все. Дорогие друзья, надеюсь, вам понравился этот узор, был понятен мастер-класс. Подписывайтесь на канал, будем вязать красивую шапку.